Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Или же, как говорили Тарапунька и Штепсель, здоровеньки булы. Начинаем наш летний стрим. Я вам сейчас буквально в коротком таком обзорчике расскажу о том, как я готовлюсь к съемкам в киноэкспедиции, используя пленочную технику. В данном случае вы видите сейчас Convas, кинокамера Convas, модель SR2M. Вот она, с аноморфотной оптикой, комплектацией для съемок на широкий экран. Вот здесь у меня такой чемодан, видите, я только распечатал все это. Готовится к съемке. Это как бы чемодан от Кинора, на самом деле, не от Convas, а Кинор, который был 9 КСН. Вот. Ну, я в нем и Convas размещаю, то есть вот эту всю технику, оптику еще отдельно. Вот. Ну и вот для начала, то есть как все-таки из чего я готовлюсь, насколько, то есть к съемке. Всегда готовлюсь плохо, честно говоря, то есть можно было лучше, но никто не будеален, как говорится. Обычно всегда узнается, когда чего-то нет, когда уже снимаешь, ой, а шнура нету, все. То есть, поэтому всем советую готовиться лучше, то есть, особенно работая с пленкой, тут надо предусмотреть много, потому что много всяких аксессуаров, может быть что-то невзаимозаменяемо, что-то еще как-то. Ну, в основном, то есть, у меня основной комплект, вот, который видите, то есть, оптика, бас, это аноморфотные объективы, 50-75 мм, 35 квадратный, видите, бас, аноморфот. Мотор кварцевый, кассеты на 120 метров, 2 штуки, и кассеты 3 штуки на 60 метров. Этого, в принципе, хватает для того, чтобы снять какой-то сюжет, типа «Сибирь на экране», вот без каких-то особых вещей. Здесь вот у меня тоже всякая техника, компендиум даже есть, вот, то есть компендиумом редко документальным кино пользуется, но я пользуюсь, потому что фильтры нужно ставить, а иначе на такую оптику никак фильтры не поставишь. Плюс солнышко бывает, засвечивает. Ну и тут вот оснащение всевозможные аккумуляторы, зарядочные мешки и так далее. И там все поподробнее, с чего начнем, как будем все это готовить. Экспонометр обязательно отложим. Смотрим, тут кто к нам присоединился. Пока что. Плюс все. Ну вот вижу, кто-то смотрит, продолжает смотреть. Ну, первое, какая комплектация камеры нам нужна? Вот для съемки со штатива вот такая. Штатив Винтон, винтоновский штатив Pro 5, такой вот. Головка Pro 5 это манфротовская, как я понял, а штатив сам по себе Винтон. В принципе, его хватает для Convas, то есть Convas не падает, во всяком случае, с него не разбивается. Ну и какие-то панорамы можно вести. То есть, в принципе, для походной репортажной работы, не художественного кино, скажем так, а документалистики он подходит. Вот здесь я такой риг поставил. Это вообще был для съемки с рук. Для ручки, вот они. Ручки, то есть комплект, чтобы снимать. Вот follow focus используется здесь. Конечно, не конвасовский. Это импортный follow focus. Такие ручки. И даже приклад есть затыльник, вот такой вот. И аппарат, как бы, в принципе, он готов к ручной съемке, как бы более удобно, не знаю насколько, но в принципе это позволяет. Вот так. Управлять фокусом еще параллельно. Вот, правильно поставить, чтобы follow фокус попал в шестерню, что я не соосно. Здесь надо все проверять, подходит, не подходят эти детальки. Когда чуть больше
одного какого-то аксессуара уже все. Сразу возникают проблемы. Ну вот так вот. Как бы полуплечевой вариант получается такой. Изначально вот конвасы, конечно, предназначены для съемки с рук. Чаще всего я так его использую. Без каких-либо дорогостоящих ригов, аксессуаров. Они скорее для фотоаппарата больше подходят, которые не схватить. Хотя на фотоаппарате можно снимать с рук. Вот. Советские операторы вот так снимали. Подруливали фокусом пальцем. Рукоятку за мотор. Вот конвас. Это, кстати, не тот конвас, который в ремонте. Вот вы смотрели блок. Это другой, это вот мой личный конвас. Тот, который был в ремонте, еще не готов. Точнее, уже почти готов, совсем, но еще про него видео мы покажем. Это другой аппарат, ну, в принципе, такой же, тоже 90-й год. Там 91-й год, это 90-й год. Тоже кварцованный мотор, похожий аппарат. А вот на обложке этой страницы вы видели, я там стою, во-первых, я молодой, стою там с камерой конвас, и там другой аппарат, и там на нем 10 миллиметров объектив сверхширокоугольники, ОКС, представляете, десятка была. И такой конвас немножко, ну, похожий, вот модификации. Но я, к сожалению, этого нет, и я уже не молодею. Уже лысость. То есть там все-таки еще, я ого-го, здесь уже такое себе. Но тем не менее, также продолжаю снимать на конвасы, на пленку, все. Вот теперь мы этот аппарат должны собрать так, чтобы на него проверить всю его работоспособность и поставить его для съемки с компендиумом, фильтродержателем, потому что пленка будет использоваться в том числе на ярком солнце. Такая вот дневная пленка, пленка для ламп накаливания. Вот я ее уже размотал на кусочки. Моталку у меня сейчас нету. Вот 100Т, которая кодек. То есть на улице она будет как 50 единиц и примерно, и чуть меньше даже, и с фильтром использоваться фильтр будет конверсионный 85. Вот здесь, собственно, он сейчас собран. Аппарат, ну, надо его что проверить. Во-первых, крутится он, работает или не работает механизм. Будет заряженный аккумулятор. К сожалению, на аккумуляторе нету. Надо просто зарядить перед съемкой и все. На нем нет индикаторов никаких. Заряда, разряда, кроме того, что лампочка загорелась, значит, что что-то в нем есть, какой-то ток. Это на 1,5 ампер-часа. Я включил, стоп, включил, да, то есть, ну, потому что он был заряжен перед этим, в принципе, я уверен, что, то есть, надо перед съемкой заряжать, на ночь класть, и вперед. Вот я подключил, все, конвас работает, слышно звук, обтюратор, обтюратор не раскололся, реферный механизм смотрим, работает или нет. Как он крутится, да, все. Аппарат действует. Надо его почистить. Вот беличья кисточка. Прочищаем. Надо, конечно, грушу еще возить. Я так надуваю. Хотя, говорят, дунуть на оптику — это то же самое, что плюнуть. Потому что там содержится слюна все равно, то есть это не чистоплотно. А саму рамку надо протирать, вот здесь жир скапливается, который, и вот его брать и рамочку, чтобы частички пыли, нагара, все прилипало к ней. Проверили, выставили. Сейчас кассету надо осмотреть, которую будем заряжать пленку. Предварительно кассеты заряжаются так. Батарея работает.
обязательно таскаю с собой зарядочный мешок. Такие вот штаны, которые на все стороны равны, чтобы в мешке на съемке даже, то есть перезарядить, вдруг салат или еще что-то возникло. Ну и так, дополнительная страховка. Вот, сейчас буду 60 метров, то есть одна, в принципе, когда катушки разматываются, одна вот такая 300-метровая часть, вот 300 метров, да, кодек, допустим, она разматывается на 3 части, на 2 120-метровых, которые помещаются в 120-метровые кассеты, и одну 60-метровую вот сюда. Так, в принципе, кинопленка делится. Размотка вообще отдельное дело. Здесь тоже продуваем. Ой, пленка, думаю, нет, пленки нету. Ой, чистим кассету. Там, где пленка входит, выходит, что любая пылинка — это потенциальная царапина на пленке. Плюнули несколько раз. В принципе, кассета чистая. Можно в нее будет заряжать. Пока отложим. Разумеется, протирается оптика микрофиброй, этими углем, сажевыми всякими карандашами. Можно и самодельными из этих ушных палочек и так далее. Но вроде чистая оптика. Вот. Что там надо еще нам? Дальше по ходу. Смотрю, кто пишет. Россияне пишут или кто-то? Так, продолжаем дальше трансляцию. Так, когда все осмотрели, что будем использовать? Сейчас сразу перекрутим конбас для установки компендиума, стандартного компендиума. Фильтр проверим, подходит или нет, не разбились ли. Так, вот так меняется оптика. Поставим сейчас самый длинный, сюда 75-й объектив. Хватит ли для него длины компендиума, для компендиума. Снимаем конус. Главное вот проверять затяжки, чтобы он не упал, не раскололся со штатива или объектив не выпал. Так, открываем. Еще такая немаловажная вещь, надо монетки носить всегда. Такие, причем не толстые, желательно. Вот рубль, это, кстати, весь бюджет картины. Вот, к сожалению, вот так. Вообще вещь дело киношника неблагодарная, так приходится что-то где-то просить, чтобы дали, чтобы что-то где-то получить заказ. Потому что чувствую, как этот был Черномырдин в свое время угостил: уважаемый Шамиль Басаев. Это не открывается, я сильно затянул, опять отвертка лучше свернуть. Не хватило бюджета картины. Так. Поэтому приходится всяких Басаевых просить, уважаемых, даже таких головорезов. Да. Ну, в 90-е они и давали, помогали, а сейчас-то, конечно, уже не должен. Так, сначала держатель компендиума ставится. Опять на коленке, скажете, да? Это видео на коленке, как у синих носов. Широкая отвертка. И
И сюда площадку от Винтона уже сверху. Как смотрим, компендиум подходит. Или его надо как-то выдвигать еще, возможно. Так, вот этот вот. У меня другого нет насадки. Это для переходных. Да, здесь есть еще выдвижение для более длинных объективов. Вот. Ну, примерно так вот. Вот тут фильтр будет, он в фильтр упрется. То есть на пределе возможного. Вот. Так компендиум он выглядит. Уже солидно, то есть хотя бы стоит поставить компендиум для того, чтобы выглядеть, ну, Джорджем Лукасом, как минимум. Джордж Лукас отдыхает, да. Какой ужас вас из «Мастер ужасов». Альфред Хичкок, увидев новосибирский фильм. А мастер фантастики Лукас бы сказал фантастика. Что люди еще так снимают. Мы русские тем более так снимаем. Вот, в принципе, компендиум я поставил. В компендиум вставляются фильтры. Такие вот фильтры я использую. Незамысловатые, тоже в тряпке храню. Фильтры. Здесь вот основной это 85-й фильтр, который будет пленку для ламп накаливания приводить к температуре дневного света. То есть называется R85, RED10 85 кодековский фильтр. Вот. Посмотрим, сколько он забирает чувствительности. Так, 11. Двухкратный где-то. Вот. То есть он еще кроме этого еще и забирает поток. Вот буду снимать для водной поверхности, для неба выделения, я вот этот использую полярик. Он и как нейтральный идет, и дополнительно покрасивее будет пейзаж. Облака выделит немножко, небо притемнит. Так, здесь у нас, что хватит у нас фокус? Так, ну, по-моему, до 75-го нам здесь даже, наверное, и не хватит. Тут поставить фильтр. Хотя снимали же, я помню, вестерн снимали с 75-м объективом тоже. А там все было на фильтрах. Вот видите, фильтр этот что-то не подходит сюда. Советские. Видите, написано. Производственное объединение при Мосфильме Пром выпускало их. Посмотрим, а этот самый подходит в конверсионный. Конверсионный, смотрите, подходит. Ровно он встал в рамку. А полярик пролетел. Вот видите, уже все. Такой отстой. То есть, ну вот тут на пределе получается. Тоже, то есть надо все просмотреть, прежде чем начать снимать. Что к чему подойдет, будет ли работать, не будет. Совместимо, несовместимо. Вот видите, сейчас надо думать, что делать с поляриком, как его встроить в эту рамку. Что-то, видимо, изолентой сверху обматывать вот так по бокам, чтобы он входил в рамочку. Это вот дополнительная работа, да, супертехника. Звездочки, вот еще есть фильтр звездочки у меня и туманник, так называемый. Все надо посмотреть, подготовить. Так, что у нас тут в ящике? Ничего.
предохранители на мотор обязательно могут вылететь. Еще такой вот дополнительный шнур придумал. Шнур, чтобы вот обычные аккумуляторы свинцово-кислотные от бесперебойников можно было подключать к конбусу. Но это вот инструкция о том, как найти плюс там и не сжечь двигатель, она в предыдущем видео. Проверим, будет ли работать с этим мотором. Да. Тоже 12 вольт, то есть от бесперебойника. Все подошло, то есть. Это как бы резервный у нас источник. Вот надо это все предусмотреть. Резервная пленка, резервный аккумулятор, мешок зарядочный. Разумеется, эксподометр проверить, то есть насколько он показывает правду. Пленку я посмотрел, что она со 100 единиц села в 2 раза, то есть до полтинника. Но я обычно делаю сенситометрию, но я не делал, я методом проб, то есть снял, определил. Еще буду на 50D снимать на ярком солнце, то есть 50D это лучшая пленка дневного света, кодек 50D. А некоторые сцены, то есть вот с компендиумом на такой фильтр. Но, скорее всего, это такие уже более закатные, режимные. Можно еще даже, знаете, добавить дополнительный фильтр. Вот такой есть, и еще более темный есть. 85-й тоже, но темный. И таким образом вообще сделать такое режимное, теплое солнце закатное. Ну, то есть инструментов для творчества много. Хотя, конечно, лучше все это сделать на цветокоррекции, но мы же как настоящие операторы стараемся делать на месте. Ну, что будет за кино, пока не скажу, секрет, поскольку, ну, можно сглазить. У нас дело такое, все буквально держится на чуде. Будет чудо, повезет, снять не будет. Здоровенькі були. Вот, да, в мешке я заряжу эту пленочку, проверю сейчас уже конкретно, то есть идет с пленкой, не идет, тогда уже можно все собирать и готовиться уже морально к завтрашней работе. Какие-то еще вопросы есть? Ну, не Лукас, наверное, Тарантино бы обалдел. Вот такое богатство. Ну как богатство, оно сейчас никуда не применимо практически. Хотя я надеюсь такие получить проекты, то есть где можно очень кайфово снять, например. Ну, художественный фильм это, конечно, трудно, а вот документальное кино еще тоже. А вот клипы музыкальные, это вот самое, я считаю, сейчас самое лучшее применение. Стилизованные под пленку, это одно, а на настоящей пленке картинка заиграет. Поэтому обращаюсь к потенциальным заказчикам клипов, роликов. То есть это возможно на пленке. Пленка не кусается, ее для небольших сцен ее не так дорого, то есть купить, и вполне это реально и будет выглядеть очень круто, особенно с аноморфотной оптикой, то есть настоящей, причем не какая-то сируи, которая сейчас, а настоящая аноморфотная оптика советская, лома, настоящая кинопленка, вот, и мастера сибирского документального кино.
потому что это лучший симбиоз на сегодняшний день команда мечты. Поэтому надеемся заказчиков таких найти, спонсоров для творческих проектов тоже. Держимся. Всем пока!